замечать время от времени, что ее там что-то много собирается. Наверняка это немного мешает горению. Вот. Я вчера приготовился такой офигительный суп сырковый. Правда, не из специальных сырков для супа, а из плавленного сыра с луком. А лук нашел трофейный. Нашел на одной из стоянок луковицу. Кто-то бросил ее в костровище. Но посмотрел, вроде не гнилая, только попка немножко плесенью там пошла. Вот. Так что титановая лопата дружит с титановой печкой. Да и вообще лопата эта оказалась очень полезная, особенно для костра. Как удобно, хорошо и управлять костром с помощью такой лопаты. Это просто удовольствие. Пеньки вчера хорошо горели, долго-долго. И даже и не догорели, они там и сейчас лежат. Пойду схожу, потом там я приметил, где есть подобные пеньки. Я прикачу их на тележке. Вот вчера ложился спать, мечтал о титановой тележке. Думаю, а как же? Ведь наверняка трубы такие титановые продаются. Бывают же трубы титановые. Делают рамы велосипедные из титана. Это изделие намного более сложное, чем тележка. Вот вопрос, какие колесики нужны для такой тележки. С одной стороны, хорошо, конечно, колесики большого диаметра и надувные. Тогда эта тележка будет обладать высокой проходимостью. Но с другой стороны, такие колесики могут быть увесистыми. И это как бы не очень здорово. Тут нужен некий баланс. Как должны крепиться эти колесики, это тоже вопрос. Потому что трубы-то титановые найти можно, а вот как к ним эти колесики присоединить? Ну и, конечно, я подумал, что вот эта вот выдвижная ручка, она должна иметь всего два положения фиксации. Полностью сложенная и полностью разложенная. Из чего должна быть ручка, это вопрос. В принципе, тоже, наверное, титановая. То есть нужно две трубы, которые входят одна в другую достаточно плотно. Ну и сварочные работы. Да, надо спроектировать такую тележку. То есть она, вот эта стальная тележка-то весит немного. Титановая будет в 1,5 раза легче. Но что самое главное, она не будет ржаветь, потому что у этих тележек существует проблема, что они ржавеют. Когда много лет назад мы были в Астрахани, 98-й год был, товарищ мой сделал из подобной тележки передней вилки от детского велосипедика длинную такую повозку. На нее мы погрузили значительный груз. Там была байдарка Салют-2 и мешки с продовольствием. 35 банок тушенки и 35 банок сгущенки. Вы только представьте себе вот эти далекие времена. 70 банок консервов. Но там, поскольку было очень много рыбы, мы практически не ели эти консервы. Ну, тушенку товарищ мой ел. Ой, сгущенку, извиняюсь. А тушенку мы меняли у местных жителей
на разные там товары и услуги. Потому что рыбы у них завались, а вот с тушенкой, которую надо покупать за деньги, проблема. То были интересные времена. 98-й год. Дельта Волги, село Зеленга, Маково. Там у них поговорка существует. Зеленга и Маково, ну, скажем так, фигня. Хотя они говорят более жестко. Одинаково. Ну, оно так и есть. Когда-нибудь придет время, я расскажу и про этот поход. Это было нечто. Мы жили 24 дня на острове в дельте Волги в июле-августе 98-го года. А приехали, тут произошел дефолт. Цены все выросли в 3 раза. Курс доллара поднялся очень сильно. И как раз 16 или 18 августа 98-го года приехали на поезде. Но все равно это были хорошие времена. Молодость, свобода. Вспоминаю эти годы с самыми нежными чувствами. Счастлив, что довелось жить в то время, видеть это все. Я был еще очень молодым человеком. Ой, холодно. В 93-м году я только поступил в институт. Да, были времена. Когда-нибудь я расскажу и об этом. Там было много интересного, много. И рыбу там мы половили, самую разнообразную. Масштаб этих рыб, конечно, впечатлял. Ну и вообще само буйство жизни дельты Волги. Ковры из лягушек, на которых можно было наблюдать волны прыжков. То есть, подходя к такому ковру, топнешь ногой, и одна лягушка прыгает на другую, та на третью, ты на четвертую. И вот такие двухмерные волны шли во все стороны. Видели, как одна лягушка пожирает другую, это было множество раз. Ловили самов, щуку. Видели лотосы. Много было интересного. Но с тех пор прошло уже 24 года практически. Не вернуться туда в то время. Время все идет и идет. А так, погодка довольно пасмурная, прохладная погодка. Ночью дождь был. Ну вот я тут укрепился. Сделал такой навес, чтобы готовить на печке. А там логово. Там вот я во время особо сильного дождя буду укрываться. Тряпку вот эту розовую тоже нашел вчера во время посещения одной из стоянок. И вот что интересно, вот такую веревку, которая тоже послужила для организации вот здесь вот навеса. Думаю, сейчас пожарить картошку. Может, с яйцом. Гречку что-то я часто. Рис пока не хочется. Рис я оставляю на случай, если поймаю какую-нибудь рыбу хорошую. Картошки много, ее надо использовать. Не вестишь назад картошку. А вот сейчас, наверное, пожарю картошечки. Заготовлю еще хороших веток для печки. Вот вчера, вот печь, да?
ветка, ну, такого вот диаметра, там 5-6 сантиметров в самом толстом месте, длиной метра 2, наверное. Порезал я ее на небольшие кусочки, такие полежки. И в результате, что пожарил лук, сварил суп, вскипятил 2 раза чайник. То есть достаточно эффективная печь. Конечно, может быть, щепочница, турбопечь, там еще более эффективно. Можно несколько шишечек положить, все то же самое. Но здесь я как на плите готовлю, лук перемешиваю, при этом картошка варится. То, что труба сделана с угла печи, это великое дело, потому что использование поверхности печки гораздо более эффективное. Стоит, варится картошка, и тут находится сковорода. 2 предмета. При большом желании туда можно втиснуть и чайник небольшой, или что-то, какую-то кружку там нагревать. Но 2 достаточно. Двухкомфорочная плита, по сути. На лесном топливе, на бесконечном топливе. Там этих веток останется еще правнукам. А может и правнукам, а кто его знает. В общем, приходя в лес с такой печью, можно готовить с комфортом хорошие блюда, не просто там заварить сублимат. Кстати, тоже вот это я не понимаю, когда походы такие вот, ну, не экстремальные, не горные восхождения, берут эти сублиматы. Зачем? Ну, нет у вас там ни печи, ни другой горелки. На костре взяли, суп сварили. Кашу сварили. Сублимат. Нет, это я не понимаю. Это понятно, в горы. Вот пошли альпинисты. У них там ограниченное количество топлива. Они вот накипятили чайничек там воды или в каком-то там накипятили джетбойле там что-то. Закинули в сублимат, поели и дальше. Там это оправдано. Но когда ты посреди леса, и тут топлива полно, сиди, вари. Конечно, может быть, какие-то походы ходовые, где идут на время, на скорость. Вот, там может быть. Но вот для обычного такого, по сути, это как даже не то, что поход, а такой вот бушкрафт, что-то в таком духе. Выживание на природе с комфортом, с комфортом. Не то, что на пределе сил, нет. С хорошей едой, с теплым спальником, с удобным тентом, где можно сидеть во время дождя, с электричеством. Вот 2 солнечные панели заряжаются. Фонарь заряжается и павербанк. То есть, по сути, жить с комфортом в любом желаемом месте. Ловить рыбу, плавать на лодке. Это отдых, по сути. То есть, мне вот эта поездка обошлась приблизительно 2 там с небольшим тысячи билеты туда-обратно. 3000 продукты. Ну и все. И 2 недели я отдыхаю. Где еще видно за 5000 там 2 недели отдыхать? Конечно, можно сказать, что тут снаряжения много. Но оно как бы остается с вами. Вы приобрели снаряжение и пользуетесь им сколько угодно. Вот недостаток песка в качестве выравнивателя панели. Когда идет дождь, капли воды попадают на поверхность раскаленной печки, моментально испаряются взрывообразно и раскидывают этот песок. Вот видно, как это происходит. Температура там в трубе около 300 градусов. То есть испарение происходит сразу. А печка еще, наверное, градусов 400 раскалена. Вот, и этот песок попадает, когда кастрюля стоит, еще ладно, а когда сковорода стоит, вот как сейчас будет, попадает песок в еду. Вот такой минус. Да, вот у этой печки все хорошо, кроме вот этой панели. Зачем они сделали вверх выдавленные ребра жесткости? Сделали бы вовнутрь. Было бы тогда гораздо удобней. Но что есть, то есть. Может, когда-нибудь попробую
как-то модифицировать это. Ну, а может и нет. В принципе, нормально пользоваться и так. Вон песка сыпанул. Даже без песка все там готовится хорошо. Но, конечно, вот эти вот ребра жесткости — это минус данной конструкции. Но плюсы ее перевешивают. Вот яйца я принес. Буду делать картошку с луком и с яйцами. А вот это вот для пива предназначенную сеточку, такие рыболовы там сидят на этом стуле и пивко подтягивают, я использовал для того, чтобы туда поставить масло. Вон как оно туда хорошо вошло. Вот, а то оно все время падает, эта бутылка, а тут пусть все стоит. Вот. Несмотря на такую пасмурную погоду, зарядка устройств происходит. Хорошо, что взял 2 батареи, потому что идет это все медленно. А для меня критично, что фонарь и павербанк. От павербанка я заряжаю телефон. Никогда напрямую не заряжаю, потому что малейшее изменение освещенности приводит к тому, что телефон перестает заряжаться. Чтобы он начал заряжаться снова, его надо переподключать. Павербанка и фонаря таких проблем нет. А вот с телефонами, да, поэтому нужен павербанк. Ну и, конечно, горько сожалею, что не купил хороших батареек для павербанка. В нем батарейки старые, ну, элементы 18650 литиевые. Старые, малоемкие. И с этого павербанка один раз только можно зарядить телефон, а потом там остается минимум энергии. Вот, займусь готовкой. Итак, начинаю жарить картошку. Вот компоненты. Картошка. 2 яйца. Лук порезанный, чеснок, соль, перец. Ну, масло. Начинаю с картошки. Сначала обжарю картошку немного, потом добавлю лук, пожарится. Потом я добавлю яйцо и посолю, добавлю чеснок. Ну, перец добавлю перед тем, как яйцо добавлять. Посолю это все тоже. Будет очень вкусное блюдо. Небо пасмурное. Ну вот, блюдо готово. Картошка, яйцо. Добавил немного плавленного сыра, чеснок там есть, соевый соус, перец острый красный. Шикарное блюдо. Вот что такое печь. Это комфорт, это удовольствие. Погода немножко улучшается. Дождя уже нет. Может, схожу на Плотичное озеро. Надо посмотреть как можно больше озер. Плотичье озеро. Оно не соединяется по воде с Селигером, но когда-то, видимо, соединялось. Во какой здесь корабль. Многие-многие годы назад. Скорее всего, он был сюда пригнан. Ну и тут так и остался навеки вечные. Ну, конечно, егермейстер. Кто-то тут употреблял благородные напитки. А вот какие-то тряпки лежат, свеча зажигания. Такой руль своеобразный. Взорк стекла. Сделано ветровой вот этот щиток.
таился корабль, серьезная лодка. Как она называлась, это Бог знает. Прогресс. Вот что это было. Вот каков прогресс. Такое вот озеро. Плотичье. Что-то там белеет вдалеке, непонятно. Жаль, не взял я подзорный прибор. Да, хозяина давно уж, наверное, нет в живых. А когда-то это было что-то типа автомобиля. Гордость. Ходил, небось, подняв высоко голову. Там вон даже весла остались. А сейчас лежит, догнивает. Будет, наверное, дольше гнить, чем сам его хозяин. Вещи, они переживают людей. Какая история с лодкой с этой связана? Один Бог знает. Пришел сюда пешком. Вот такой вот валежник тут. Не дай бог случись пожар. И вот так вот все заполнено этими стволами. Это вот то, что разрешили господа собирать простым людям. Такие вот стволы. Вот такие. Это в метр диаметром. Вот. С сапогом. В сравнении. Вот такие вот. Вот за неделю, можно сказать, съел такое количество соли. Также соль надо иметь запас. Но у меня есть. Вот. Я беру всегда только крупную соль. Там сгорит потом в костре. Некоторые боятся соль употреблять. Ограничиваются. Ну, нужно ли это делать, я не знаю. Вот. По объему это где-то 50 миллилитров.
45 миллилитров. Вот расходная такая емкость. Тут соль. Буду, поскольку у меня вскрыт сыр, буду делать я макароны. Но не просто, а макароны буду с лучком делать. Масло вот разогреваю. Сейчас туда всяких добавлю специй в этот момент, чтобы они впитались в масло ароматное. Это вот со Шри-Ланки специи. Их там местная какая-то смесь. Ох. Ну и перца красного. Сегодня авария случилась у меня. Вот столько перца просыпалось. Ну, я думаю, мне хватит этого. В случае чего, черный еще есть. Красный перец я очень люблю. Это кайенский перец, острый перец. Ем его много. Так. Что там у нас еще есть из приправ? Ага, душистый перец и зира. Ну, можно зира чуть-чуть туда. А душистый перец. Не знаю, это когда сами макароны, если вариться будут, то тогда... Вот так. Вот масло подготавливается. А тем временем... Вот, макароны такие буду делать. Спагетти. Тем временем лук. Надо порезать. Нож сегодня точил. Потому что он все-таки остроту постепенно теряет. Ну, раз в неделю можно чуть-чуть навести. Лука вроде мне хватает. По одной луковице в день, если... Ну, может даже чуть больше. Там одна здоровая луковица. Можно потоньше порезать, пока острый. Прозрачная практически. Нож — это важная вещь. Должен быть острым, удобным, не складным. Это уж точно. Нет, пользоваться можно, конечно, любым, но для удобства лучше вот так. Макароны я очень давно не готовил в походах. Как-то все больше суп, гречку, рис. Ну, вот любое твердое блюдо, даже та же гречка, там, что угодно. Пока ешь, оно остывает. Суп, он держит температуру. Потому что сейчас вот градусов 6-8 тепла на улице. Холодно. Вот, сначала пожарю лук, а там у меня чайник стоит. Чаек сейчас заварю. Вот, пожарю лук. Макароны сварю, потом макароны к луку, сковородку брошу и добавлю чеснока. Вот, можно будет с сыром поесть. Так. Вот, надо будет мешать.
жарится. 8 часов вечера сейчас, 17 мая 2022 года. Да, что просто 22 был год, 1900, что 2022, ничего хорошего. Ну, в нашей стране, во всяком случае. Где-то, может, и хорошо было. Вот, угольки, прежде чем забрасывать туда, войдет это. Попробуем. Да, вошла. Так что вот печь, желательно, чтобы камера была подлиннее, чтобы не мельчить очень уж сильно дровишки. Так. Вот так. Это вот кочерга. Нашел тут какую-то палочку, а у нее гвоздь. Очень удобно притягивать угольки. Ну и вообще оперировать печкой. Ну вот, ладно, буду жарить.